Всем привет! Меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить шоколадный торт без сахара и без муки. Торт очень вкусный, насыщенно шоколадный и в то же время очень нежный. Готовится торт быстро, всего 1 час, и торт у вас на столе. Для прослойки я использую арахис, его можно заменить любыми орехами по вашему вкусу. Если не любите орехи, их можно вообще не добавлять. Также орехи можно заменить тонко нарезанными кусочками банана. Или один ряд орехов заменить бананом. Давайте приготовим. 6 яиц надо разделить на белки и желтки. Далее тесто готовится достаточно быстро, поэтому не забудьте включить духовку нагреваться до 180 градусов и подготовьте форму для выпекания. У меня противня нужного размера нет, поэтому я сделала его из пергаментной бумаги. Размер моего самодельного противня 28 на 38 см. Растопим в микроволновой печи или на водяной бане 150 граммов черного шоколада с содержанием какао 50%. Оставляем растопленный шоколад на столе. К желткам добавляем щепотку соли. Перемешаем венчиком до однородного состояния. Добавляем 10 граммов или 1 столовую ложку без верха просеянного какао. Хорошо перемешиваем венчиком до однородного состояния. Добавляем ранее растопленный шоколад. И хорошо перемешиваем все лопаткой, чтобы масса стала однородной. К белкам добавляем щепотку соли. Начинаем взбивать на небольшой скорости миксера. Когда белки взобьются в пену, начинаем постепенно увеличивать скорость миксера. На максимальных оборотах миксера взбиваем белки до устойчивой пены. Перед тем, как вводить белки, перемешиваем шоколадную массу, она должна быть мягкой. Если вам сложно размешивать, то можно слегка прогреть массу в микроволновой печи, буквально 5-10 секунд, или на водяной бане. Далее постепенно будем вводить в шоколадную массу взбитый белок. Добавляем немного белка. Первая порция белка размешивается сложно, поэтому сначала просто перемешиваем до однородного состояния. Добавляем еще немного белка. Теперь вводим белок аккуратно. Круговыми движениями соединяем взбитый белок с шоколадной массой. Теперь, когда шоколадная масса стала эластичной, добавляем половину оставшихся белков. Круговыми движениями вводим взбитый белок в шоколадную массу. Аккуратно и в то же время быстро перемешиваем до однородного воздушного состояния. Затем оставшуюся половину. Долго перемешивать не надо, чтобы не осели белки. Как только масса стала однородной, достаточно. Масса получается жидкая, легко стекает с лопатки, но в то же время воздушная. Переливаем тесто на противень, засланный пергаментной бумагой. Разравниваем тесто по всей поверхности. Чтобы тесто распределилось равномерно, начиная с угла, я провожу палочкой по дну. Сначала вертикальные, а потом горизонтальные линии. Убираем выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Готовность коржа проверяем деревянной палочкой. Прокалываем, если она выходит сухой, значит бисквит готов. Перекладываем корж на решетку и даем ему остыть до комнатной температуры. Остывает корж достаточно быстро. Пока корж остывает, можно приготовить крем. Остывший корж обрезаем по краям.
Придерживая бумагу, протягиваем нож вдоль бисквита. Тесто влажное, так как состоит из шоколада. На ноже остаются следы, а тесто так и должно быть. Обрезки убираем, они нам не понадобятся. Их можно сложить в пиалу, посыпать орешками и полить слегка кремом. И у вас будет мини-торт в пиале. Накрываем корж пергаментной бумагой и переворачиваем. Снимаем пергаментную бумагу, на которой он выпекался. Разрезаем корж на 4 равных прямоугольника. Приготовим крем. В чистую сухую холодную чашу нальем 200 граммов охлажденных сливок жирностью 30-35%. Сливкам добавляем 400 граммов охлажденного сливочного сыра. Если хотите более облегченный вариант торта, то сливочный сыр можно заменить мягким пастообразным творогом без крупинок. Начинаем взбивать на минимальной скорости миксера, постепенно увеличивая скорость миксера до максимума. На канале есть видео, как приготовить мягкий творог из кефира. Ссылку на рецепт я оставлю в описании под видео и в подсказках к видео. Взбиваем крем до воздушного и устойчивого состояния. Растопим в микроволновой печи или на водяной бане 150 граммов черного шоколада с содержанием какао 50%. Так как пиала после нагрева горячая, чтобы не ждать, пока она остынет до комнатной температуры, я переливаю шоколад в другую пиалу. Добавляем в шоколад немного крема и перемешиваем до однородного состояния. Еще немного крема. Перемешиваем. Делаем это для того, чтобы охладить шоколад, так как мы его сейчас будем вводить в крем. Перекладываем остывший и мягкий шоколад в крем. На небольших оборотах миксера перемешиваем до однородного состояния. Так как сливочный сыр, сливки, шоколад сами по себе сладкие, крем получается очень вкусным и без сахара. Крем получается нежным, воздушным, однородным, отлично держит форму. Если вы не торопитесь, то поставьте крем минут на 30-40 в холодильник, чтобы он охладился. Тогда с ним легче будет работать. Если нет времени ждать, то смотрите дальше, как можно сформировать торт с мягким кремом. 50 граммов обжаренного арахиса надо измельчить. Формируем торт. Выкладываем первый корж на тарелку, делим визуально крем на 4 части. Сначала выкладываем крем по краю, чтобы были аккуратные, держащие вид башенки. Так как крем я не стабилизировала в холодильнике, от рук он быстро тает. Пока вы покрываете корж кремом, оставшийся крем убирайте в холодильник. Посыпаем сверху измельченным арахисом. Накрываем вторым коржом. Руки от шоколада немного пачкаются, но это не страшно. Если надо, сразу поправляем, чтобы корж лежал ровно. Таким же образом покрываем кремом следующий корж. Если вы взвешиваете на весах, то это 187 граммов крема на каждый корж. Крем посыпаем арахисом. Накрываем следующим коржом. Если у вас корж немного разломился, ничего страшного, просто положите рядом кусочек. В готовом торте этого видно не будет. В середине корж слегка придавливаем ложкой. Покрываем кремом и посыпаем арахисом. При желании, если любите, в прослойку можно добавить нарезанный тонкими кружочками банан. Накрываем последним коржом, слегка придавливаем и украшаем сверху кремом. Торт готов, при желании его можно сразу подавать к столу. Ну а если вы дадите ему час настояться в холодильнике, он будет еще вкуснее и стабильнее. Торт получается очень вкусным, красивым, высоким. То количество ингредиентов, которые я указываю в описании, рассчитано на торт размером 18 на 13 см, высотой 7,5 см и весом килограмм 100 граммов. Если вам понравился рецепт, то делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.